Ну что, друзья, привет, доброе утро. Я сегодня приехала в Сопот, но не просто так, не погулять, а хочу снять интервью, еще одно, уже четвертое, с девушкой, с которой я познакомилась, когда ходила летом кататься на сапе. Переехала она в Гданьск из России, поэтому, конечно, мне тоже хочется с ней поговорить о том, как она тут живет, что она думает. Что еще примечательно, я когда ее увидела первый раз, она спросила, откуда я ей сказала, что я приехала из России. Она очень удивилась и сказала, что я первый человек, первый из России, кого она здесь встретила. Я надеюсь, что ролик получится интересным и очень полезным. Я вам покажу, как проходило наше катание на сапе. Это было не на море, поэтому досмотрите ролик до конца. Будет много полезной информации. И вообще у меня в роликах про иммиграцию много полезной информации, которую я бы однозначно хотела бы получить, если бы я только переезжала. Вот, видимо, эта девушка стоит, меня ждет. Настя пришла. И, кстати, она пришла не одна. Ух ты, какой малыш! Смотрите. Вот, знакомьтесь, это Настя. Привет. Ну что, Настя, расскажи, как ты здесь оказалась в Гданьске? Слушай, нужно правильнее формулировать свои мечты. В один из новых годов под бой курантов с бокалом шампанского я загадала себе, что хочу в следующем году жить на море. Но я не уточнила, на каком. Я себе представляла, это, наверное, будет Геленджик, ну, что-то типа того. А в итоге в следующий Новый год я уже оказалась здесь, на море, живу, и мне очень нравится. Класс. А когда вы переехали? Мы приезжали в апреле, в самое горячее время, Угу. самые дорогие цены аренды жилья здесь. Вот. И уже, считай, 2 года мы здесь живем. Счастливо, да? Да, Как да. я понимаю. Нам очень нравится. 3 человека и маленький песик. Да, да. Но мы переезжали через Калининградскую границу. Угу. При нас еще было 4 сап-доски. Границу мы прошли легко. Единственный вопрос был, что это с вами столько сумок, вы что, навсегда уезжаете? А спрашивали, да? Да, на что мы ответили, что мы приезжаем на соревнования и будем соревноваться. Угу. Вот, потому что, не понимали, понравится нам здесь, не понравится, вернемся ли мы назад. Ну, то есть вы прям не все вещи забрали, вы так? Да, мы поехали временно. на год. Угу. Вот. Но так как здесь у меня живет сестра, здесь у нас у меня польские корни, и, соответственно, легализация у нас была упрощенная с ребенком. Угу. И мужу будет упрощенная по нам. Вот, поэтому мы остались здесь. Со временем влюбились в это место. Со временем, либо сразу понравилось? Сначала было очень страшно. У нас было столько вот этих блоков. Угу. Здесь должно быть платно. Сейчас нас оштрафуют. Полицейские. Вот эти все страхи, русские страхи такие, которые в себе не видишь, когда живешь там. И они открываются здесь. Вот мы от них долго избавлялись. Угу. А потом уже почувствовали через некоторое время себя свободно, поняли, что никто тебя не хочет словить за руку. Никто не хочет получить от тебя каких-то там денег за то, что ты присел отдохнуть на пляже. Что все в удовольствие, если ты не нарушаешь пространство другого человека, и, соответственно, там, не наносишь какой-то урон природе. Все, живи в удовольствие. Я, кстати, прочитала в Телеграме про Сочи, что там, чтобы сфотографироваться зимой на такой вот мягкой вот этой кушетке, знаешь, которая на пляже, 100 рублей. А на качели, по-моему, 300. Ну, у нас возле дома, там, где мы жили, в Подмосковье, тоже был парк. И был пляж. Все столики были платные. Место под мангал было платное.
Ну, то есть, так, чтобы ты пришел и мог отдыхать, как здесь, такого нет. А здесь ходите на шашлыки? Очень часто. Часто. Да, мы вот буквально Вон Юля, неделю Юля, назад привет. Юля переживала, что она не с кем ей на шашлыки ходить. Вот смотри. были. Мы здесь, парк Рейгана. А, вы туда ходите, да? Да, туда. Мгм. А мы там не были. Но мы ходили в Сопот. Но место не скажу никому. Мы последим за ней. Настя, а скажи, пожалуйста, сколько у тебя было детям вот на момент вашего переезда? Как они отнеслись к нему? У меня дочка, ей на момент переезда было 5 лет, Мгм. Майя. Ну, естественно, она восприняла это как путешествие, так как мы озвучились, что мы будем присматриваться к месту и решать, останемся мы или нет, то она отмерила себе какой-то временной отрезок, вот, и жила с этим в голове, что ей нужно будет потом вернуться. Но когда она уже пошла в школу в 1 класс, то у нее появились новые друзья, новые интересы. Самое главное было с кем играть в игры, в игрушки. И она как-то обжилась довольно Мгм. быстро. Ну, сейчас ей нравится, да? Очень нравится. Ей очень нравится. Главное, что мне приятно слышать от ребенка, она приходит со школы и говорит: мамочка, сегодня был такой прекрасный день, и это так каждый раз. Ни разу она еще не пришла и не сказала: мамочка, как там все плохо, я больше туда не пойду. Ну, она уже 1,5 года в Ну, школе. вот сейчас мы как раз об этом и поговорим. Переместились вот ближе к морю. Смотрите, какая красота у нас, да? О чем мы говорим? А дети? О детях я тебя хотела спросить, да. Скажи, пожалуйста, трясется как? Холод? Нет, видишь, стол трясет. А, это Это ты. нет. Ты, да, была? Все, хорошо, тогда сначала. О чем мы говорили? О детях. Вот, расскажи мне, пожалуйста. Смотрите, какое море, видите? Классно. Так, мы гуляем в Сопоте. Очень часто здесь. Расскажи, пожалуйста, о дочке своей. Да? Насколько ей нравится в школе по поводу... В каком она классе? Уже во 2. Во 2 классе. То есть она в России не ходила в школу. Нет. Ну, ходила, наверное, в детский сад. Но, Да. может быть, ты знаешь какую-то, можешь рассказать о какой-то разнице в образовании, в обучении, в учителях? Ну, какие-то моменты вот в разнице, и что здесь хорошего, какие плюсы и минусы вот в образовании здесь? Ну, мне кажется, основные плюсы и минусы ты в своем видео озвучила. Вот ребята могут посмотреть на твоем канале. Мгм. То, что детей не сравнивают. Нигде ты не увидишь оценок другого ребенка. То, что каждые полгода, это считается там семестр. Да. Погромче. Каждые полгода, по крайней мере у нас в школе, на ребенка выдавали психологическую карту, где описывали, как она справляется Мгм. с общением с детьми, с тем, чтобы сказать «нет», с тем, чтобы помочь, с тем, чтобы считать чужие эмоции. И это все мне было прописано на 4 листах, подробнейше, чтобы я могла понять, какие есть нюансы у моей дочери. Мгм. Я очень сомневаюсь, что я смогла бы получить такую психологическую Там такого карту не писали. в России или в Беларуси, не знаю. Самое интересное, у нас тоже такое нам выдали, только там не на 4 листах, а, наверное, на 10. Но это было о подготовке в школе. К школе, насколько ребенок готов к школе. И самое интересное, что они даже это все перевели на русский. Я думаю, боже, ну я могу прочитать уже, но я бы прочла, правда. Вот это, и у них, я так поняла, логопед вот в детском саду в Фрегате. Вот это все, 10 листов, вот это все перевела. И перевела без единой ошибки, то есть ошибок там вообще не было, никаких. Так вот, но меня это прям вот взяло за душу, как так вообще, как так? Как они так Ну, то есть не справляются? отписка, Да, вот не а отписка. желание донести Да. информацию родителям, Да. чтобы
помочь Прям ребенку. по всем вопросам. Мгм. Это здорово. У нас еще очень такой интересный класс. Он с туристическим уклоном. Ого. Наши дети в месяц они выходят, наверное, раз 6. Мгм. В кино, в театр, в дом иллюзий, в парк. Ну, то есть у них очень часто куда-то они выходят, гуляют, они учатся. Выходят просто в магазин, покупать продукты, учатся расплачиваться за продукты, общаться с продавцом, с кассиром. Вот все малыши там... Сейчас, секундочку. Это дрель говорит нам, что нам пора отсюда уходить? Или что? Не пойму. Пора что-то заказать. Что вы тут сидите, да? И там нам с верхнего этажа такой позыв. Ладно, давай, если не будет сильно, продолжим. Извиняйте, перебила. Ну, короче, их максимально социализируют. Мгм. Даже когда в начале года детям нужно купить какие-то школьные предметы, мы все родители сдали деньги, детей взяли за ручку и повели в магазин, чтобы они выбрали папочки там для себя того цвета, которого они хотят. Которые они сами хотят. А не да? всем серого. Мгм. Ручки того цвета, которого они хотят, Да, это очень с которым круто. они себя очень чувствуют круто. комфортно, потому что, ну вот, моей не нравится розовый, ей нравится зеленый. И она не хочет быть с розовыми ручками. И вот такой индивидуальный подход Мгм. к этим малышам. А родители не всегда так делают, да? Да, да. Это А очень почему у трогает. вас, почему именно выбрали эту школу с туристическим уклоном, либо просто так Нет, получилось? нам просто так повезло. Мгм. Школа рядышком с домом, обычная среднестатистическая школа польская. А, Что там еще? Не знаю, наверное, во всех школах в первых классах там есть эти компьютерные занятия. Мгм. А, А уроки задают? Английский, уроки, ну сейчас же отменили уроки, домашние задания отменили для детей Ну вот да, я слышала. начальной школы. Но Ну, то наши есть сначала преподаватели задавали, да, а теперь вообще не задают. Нет, сейчас задают, но это пишется так. Родители, мы задали задание, но это не обязательно. Мгм. Вы Ну, то есть хотите делать, можете да, делать, хотите, а можете нет. хотите Да. не делайте. То есть такое добровольное, но, естественно, все стараются Мгм. делать, потому что малышам нужно учиться, нужно понимать ответственность, и Вы делаете. вначале у нас весь класс. Весь класс. Да. Ну, раз весь класс делает, конечно, один уже не будет не делать, наверное. Ну, да, это всегда. А что с языком? У нее все прекрасно. А у тебя? А у меня похуже, Это как у нас а у тоже. мужа еще хуже. То есть у Вот, нас это прям градация. наша ситуация. Да, то же самое. Но я учусь в полициальной школе на массажиста среди Мгм. поляков. Мгм. У нас в группе всего 3 русскоговорящих, а остальные поляки. Вот я с ними тренирую свой польский язык. В прошлом году я решила, что не стоит тратить времени, непонятно, что там будет меняться, как. И нужно поскорее получить этот сертификат B1, чтобы продолжать легализацию в плане получения гражданства. Вот, поэтому я себя заставила пойти на курсы польского Туда же. в прекрасную школу Витас. Минутка Очень рекламы. рекомендую, да, Минутка ребята. рекламы. В комментариях пишите, если что, Тамара вам. Да, и могу даже посоветовать ссылочку. преподавателя, у которого я уже учусь 1,5 года. И не собираюсь останавливаться. Я иду на экзамен уже в апреле, а ты? Я уже сдала. Я в том году Правда? сдала, Да. да, я себе заставила все это выучить. Было очень нервно, но это, наверное, я такая восприимчивая натура. Вот, но сдала, получила этот сертификат. Какая ты молодец. И уже забываю польский немножко. Ну вот поэтому, да, я пойду сдавать, кстати, в апреле, но я не хочу прекращать учить. Я хочу пойти еще на Продолжать? B2.
Потому что я уже могу все прочитать, могу смотреть там фильмы без проблем, но в речи я могу употреблять слова самого такого элементарного уровня, потому что они у меня в голове еще на автомате не выходят. Какое-то А я проклятие. хочу разговаривать нормально. Вот, поэтому я буду ходить, потому что если ходить не буду, я не буду ничего делать, я себя знаю. Мне нужно заплатить и пойти. И отрабатывать. Да, Ну и отрабатывать. То есть мне вот так вот, что пойти на какие-то бесплатные, хочешь ходи, хочешь нет. Там, или сама дома занимайся, у меня не будет времени. Согласна. Вот, да. Такое. А муж чего думает? Муж мой будет смотреть, тоже послушать. Не советую поступать так, как мой муж. Я считаю, что нужно интегрироваться максимально. Что все-таки нужно учить польский язык. Мой муж учил польский язык какое-то время, но ему очень тяжело. Ему прям Ну, ему так же это тяжело, очень как и тяжело. мне, потому Да, что мне я вот тебя эти понимаю. цифры и все остальное это ужас. Просто Настя белорус, да, Да. белорус, а муж россиянин. Да. Вот. А у нас наоборот. Вот. И потом моему мужу, в принципе, легко, и он вот на своем вот этом уровне, который у него есть, он как-то там общается. А мне вот это, у меня язык ломается. Я до сих пор клиентам разговариваю с клиентом без остановки, ну, вот с полькой. А сколько стоит это, она меня не понимает. Карточки. Да, я там уже потом просто по цифрам говорю, там, чи, там, 0. Поймите меня. Вот так. То есть, да, нам тяжело. Да. Ну, то есть он не ходит ни на курсы, никуда, ничего, да? Он больше сейчас углубился в английский, так как ему это и для работы нужно, и он пока в английском. Угу. Вот. Ну, польский, он говорит, мне достаточно, я улыбаюсь, говорит, день добрый, денькує, и прzepraszam, да. И пивку. Все это легко. Слушай, кстати, сейчас еще быстренько расскажу историю. Когда пришла в свой детский сад с Родионом, и я тоже вот день добрый, Давидзейна, день добрый, Давидзейна. Ну и как бы кто-то пытался со мной поговорить, а я понимаю более-менее, вообще предложения у меня не строились. Они, и думают, ладно, фиг с ней. Вот, улыбались мне также. А потом сейчас у Родиона день рождения, вот 19 февраля. И мне нужно было пригласить детей. Я подхожу и разговариваю с одной, со второй. Они в шоке были. Они, наверное, думали, не Майя заговорила наконец. Так они так обрадовались, и они все, давай ко мне подходить, разговаривать. Очень открытые. Да, класс вообще. Но теперь, наконец, они знают, благодаря Родиону, что я все-таки заговорила. Еще и ты понимала все, что они говорят. Да, так что вот. А у тебя есть в общении поляки? То есть почему ты забываешь язык? Ты не общаешься ни с кем здесь? Там? Ну, я общаюсь с преподавателями. Ну, только в школе. Сдаю да? все эти зачеты, экзамены на польском. Я поняла. С преподавателями, а именно с друзьями какими-то вот. Нет, в таком плане. Нет. Да? Я как-то больше с русскоговорящими ребятами. Мы немножко переместились от дрели. Теперь мы находимся в лодке. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Морской ресторанчик маленький. И вот эта лодка, в которой мы сидели с Настей. Здесь, кстати, тоже можно посидеть, взять себе какой-нибудь коктейльчик и классно провести время. Расскажи, пожалуйста, Настя, про работу здесь. Чем ты занимаешься, чем муж занимается? Насколько тебе это интересно? Поменяла ли ты деятельность после России? Чем ты занималась там? Муж у меня IT-специалист, как большинство. Да, как большинство. Я на момент переезда уже закончила офисную деятельность и занималась только САПами в России. В Москве. Да. А сюда переехала со всеми своими 8 досками. И здесь я занимаюсь летом тем, что провожу прогулки на САПах, обучаю, как правильно кататься и наслаждаться морем, и Матлавой, и Гданьском с воды.
небольшими группами, только пока для русскоговорящих, потому что я Потому стесняюсь что- по-польски. А у меня очень много польских подписчиков. Если вы хотите научиться кататься на сапе и сделать так, чтобы Настя не стеснялась говорить, то пишите мне, я вам дам ее контакт. Милости просим, да. Да, потому что мы с Настей так и познакомились. Я пришла, у меня была такая какая-то мечта покататься на сапе. Я видела в Инстаграме рекламу. Или ну что-то там мне написала. И вот встретилась с Настей. И сегодня мы с ней встречаемся второй раз. Вот, так что оставлю обязательно контакты, да, оставим. Да, оставим. Оставим контакты, страницы в Инстаграм. Что еще? Телеграм? Ну, страницы в Инстаграм, наверное. Да, самое такое. Вот. Летом очень крутое времяпрепровождение, просто супер. Я даже хотела купить себе сап вот в том году, но что-то пошло не так. Да, даже ходила в Декатлон, смотрела цену, смотрела... меня остановило то, что он тяжелый, а у меня нет машины. Ну, то есть Там- это как там бы, это тяжелый, все равно да. будет довольно напряжно. Там радион, ведро его с лопатой, А все на тебе. сап. Ну, мы часто вдвоем, Да? не всегда мы вдвоем. Да, поэтому... Обращайся, если что, я помогу подобрать. Я уже девчонкам помогала. Мгм. Вот, из тех моих клиентов, которые влюбились в САП Мгм. и захотели приобрести Да, и себе, покупали, да? помогла подобрать. Ага. И можно легкий найти? Конечно. Ага, будем знать. И Отлично. легкий, и недорогой, и такой, который будет тебе вот легко собрать, надуть, прийти к морю. Мечта. В Отдыхать, общем, да. лето будет у нас спортивное. А почему САПы? Почему в Москве САПы? Вот как это? Как это тебе в голову взбрело? Ну, во-первых, я очень устала от офисной работы. Ужасно. Она Мгм. меня вымотала. Мгм. И в какой-то момент подруга показала мне такой вид развлечения. И уже все, меня было не остановить. Я начала глубже погружаться в среду саперов, начала участвовать в соревнованиях, тренироваться. Вот. И мы жили рядышком с водохранилищем. Вот. То есть мне до воды минуты 3, наверное, от Мгм. дома. И я Мгм. решила, Ну это тоже все как бы Да. все срослось. все срослось, как Да. говорится. А тут вы тоже живете у воды? Конечно, да. Да. Мы любители моря. И я, и муж. Я надеюсь, дочь будет его также любить. Смотрите, трясется. Все, кроме Мони, любители моря. Так трясется, ушки дрожат. Я не хочу снимать. Выключайте. Заканчивай, хозяйка. Вот, да, мы живем в Бжезно, рядышком с Мгм. морем. Вот про Обжезно я еще ни в одном ролике не разговаривала. Расскажи про район. И, кстати, я про него мало чего знаю. Это как-то вообще не совсем моя сторона. Если бы мне было с чем сравнить. Я до этого жила в Пшиможе, то есть километр от Бжезна. Теперь в Бжезно, и мы все время возле воды. Сравнишь с Пшимом? Большой парк Рейгана. Великолепнейший, чистый, с соснами. И сквозь него ты выходишь прямо на пляж. Пляжи огромные, места много. Можно гулять с собачкой, можно загорать, можно играть там, в любые активные какие-то виды спорта. Есть детские площадки прямо на пляже, есть волейбольные площадки тоже прямо на пляже. Все это, естественно, бесплатно. Ну, не для всех. Мы берем с Моней плату. Если кто-то приходит на 56-й выход, то мы там стоим. То есть Моня маленькая-маленькая, да, плату берет. Да, плату берет, да. Серьезная собака. Она собирает на билет в Куда? теплую страну. В какую вы собираетесь в теплую страну? Ну, наша мечта это Маврикий, а пока она неисполнима, потому что, как оказалось, перелет 10 часов, и собачки 10 часов в самолете не разрешат находиться. Нет. Разрешат находиться только при условии покупки
место для нее. Ну А так она должна неосуществимая быть в поездка. багажном отделении. А такую Поездка малютку... неосуществимая, я поняла. Так что будем искать варианты. Попроще, да? В Турции. Не хочет. Нет. Не хочет. Не хочет. Нет, говорит нет. Пройдемся по морю. Покажу вам, что тут есть. Это мы идем в сторону Каменного потока. Тут есть классные детские площадки на море. Я, кстати, очень люблю. Вы не ходили сюда, Настя? Ну, у нас рядом с домом. А, у вас есть Такие тоже на же, пляже, да. да? Да. Вот мне прям нравится. А ты тут сидишь, балдеешь, а ребенок играет. И у меня очень еще нравится, что очень безопасно это все. На песочке, не на бетоне, как вот у нас было. Я знаю, одна площадка есть в парке Горького. Я когда на нее смотрела, мне все время вопрос приходил на ум, как здесь выживают дети. После падения? Да, но там просто жесть. Вот. А ты в Сопоте не часто бываешь, да? Нет, не часто. Только вот летом, если с группой. Если собирается компания людей, мы, в принципе, от Клифа Орловского до Стогов Угу. я готова приезжать куда угодно. Угу. То есть можно, например, мобильно. если собирается компания, тебе написать и сказать, вот мы хотим Да. организовать поездку. Да. Угу. Это еще была минутка рекламы. Круто. Так, а ты кто? Что за наряд у тебя? Это халат? Или Да. что это такое? Свитшот. А, это свитшот. Извините, пожалуйста, извините. Не хотела вас обидеть. Мы сюда пришли, и было солнечно. То было бы больше людей. Конечно. Поляки очень быстро реагируют на солнце. Как только оно появляется на стоянке в Бжезно, все, сразу Да? заставлено машинами, стоянка полная, бабушки, дедушки, папы с детками. Ну вот жалко, в этом году не так много солнца, конечно, да? Ну, скоро начнется все уже. Весна. Уже, да. Уже весна. уже Всё. Я весна. вчера уже зафиксировала. Божья коровка, ромашка. Все на месте. Весна начинается. И солнце. Да, Вчера да. была божья коровка, ромашка и солнце. Да. Вот признаки весны от Насти. А сейчас я вам покажу, насколько сильно уже пахнет весной. Вот они, какие малыши, смотрите. И вот. Так, вот. Это детская площадка, это выход, называется Сопот 17-й выход. Можно здесь прийти с детками. Вы посидите где-нибудь вот здесь, а детки поиграют где-нибудь вот здесь. Вот тут есть кафешка небольшая. Тоже такое очень-очень приятное, симпатичное местечко. Тут даже по выходным тут есть люди, но я бы не сказала, что прям какая-то толпа и ребенок на ребенке. Нет, такого нет. Вот везде столики, даже вот зимой, да. Приходи, сиди. А мы где посидим? А вон, кстати, сапы. Знала ты, что тут есть сапы? Серфинг. Ну, здесь есть сапы. Я когда хотела... Да? Да, Станция? да. Где-то вот как раз здесь. Были я. Конкуренция, это хорошо. Да. Я все хотела пойти и взять что-то здесь в Сопоте на прокат. Вот хотела все лето. Что тебя останавливало? Меня останавливало то, что когда была хорошая погода, в эти дни я работала. Мгм. То есть это было вот как специально. Если идет дождь, у меня выходной. Если я работаю, то светит солнце. Вот. Но в основном как-то то из-за погоды, то я шла вдвоем с Родионом, я не могу его оставить. Когда мы шли с мужем, один раз я прям уже была готова, уже прям одной ногой на сапе, и пошел ливень сумасшедший. Представляешь? Ну, в не общем, судьба, все, без меня никак. без тебя никак. Покажу вам то, о чем я хотела снять еще ролик, но все, я туда не дойду. Надо туда сходить, пошли вместе. Пойдем. Всё, Пойдёшь? договорились, да. Мне не с кем. Ну и как бы мне.
Вот, мы подходим. Это бани. Видите, деревянная постройка. Это бани на море. Очень классное место. Оно небольшое. Вечером здесь проводят... Скажи мне. Вечеринки. Ну, практически парение. А, Вечеринки по праздникам тоже там проводят. И они работают до сезона, до мая. то есть летом не работает? Нет, летом их убирают по каким-то А. там соображениям. Вот, ну всю зиму и Новый год здесь можно даже То есть у нас отмечать. немного времени осталось. надо Немного срочно времени, но идти. нужно собраться, почему нет? В Я с марте давай удовольствием. сходим, давай. Вот я приеду из своей поездочки. Потом я приеду со своей и Вот. сходим. И где-нибудь в апреле сходим тогда, да? Смотрите, сейчас я подойду туда. Там голенький там сидит. Вот это контент. Вот, не знаю, видно будет, не видно. Ты людям говорила, что все голые парятся? Да, все парятся голые, но сегодня нам не повезло, никого нет. Вот, наверное, видно очень плохо, но в любом случае, вот, смотрите, вот вы сидите вот в этой бане, и вот пляж. И по идее, ну, насколько я знаю, я еще не была, вот с Настей проверим. В принципе, в такую погоду ты спокойно распаренный идешь и купаешься. Конечно, зимой я бы вряд ли, ну, не, может, не купаешься, это громко сказал. Идешь, ножки мочишь. А так многие, да, заходят прям полностью, купаются. Здесь не затемненное стекло, а вот там в бане, походу, кто-то сидит. Там уже, видишь, монтируемое такое стекло. Ага. Ну да, то было бы Мгм. странно, да? То есть тут голые Там люди, кто-то, значит, а тут есть. дети гуляют такие, Да. да? Ага. Так Ну, что то есть они, значит, видят, что я они за снимаю. нами подглядывают, а мы за ними. Да, мы за ними нет. Вот оно как. Ну, кстати, класс. Я этого не знала. Интересно. Ну даже вот так видно, вот слева прозрачная, Мгм. а справа как Здорово, затонировано. Ну, вообще. И вот там, видите, между банями лежаки стоят. Там люди отдыхают. Еще тут есть переодевалка, душ. Ну, то есть все. Все шикарно. Я думаю, что если я туда пойду, я сниму тоже с Настей контент еще один. Вот. А это, кстати, об этом месте у меня есть ролик. Один из роликов летних. Это М15 ресторан. И вот тут тоже такая классная детская площадка есть. Но хотя мне там нравится больше. И Родиону моему, кстати, Да? тут. Да, вот там маленькая уютная площадочка. Что, не хочешь гулять? Боишься? Устала. Как трясется. Ну что за смешная собака, посмотрите. Она очень серьезная, она не смешная. Опять я ее обидела. Она То в халате, да? профессор. Профессор. Да. Забирайся к себе в домик. Отдыхает Вот там, да? Все. Мы готовы. Ну, как она пережила переезд? Мне кажется, замечательно. Не Она было вообще проблем, легко, да, никаких? Она и летает у нас Мгм. спокойно довольно. Без проблем, да? Может немножечко поскулить, а так потом я ее тихонечко достаю, под пледиком закрываю, и мы с ней вместе в кресле сидим. Хотя собачка должна быть в переноске под креслом Угу. весь перелет. Угу. Вот. В машине она тоже отлично ездит. На море только ей не нравится, я смотрю сегодня. Прохладная. Она не любит. Да. Угу. Ей бы градусов 25. Вода. Градусов Она купается в море, да? 29. Купалась? Ну, только если мы всей семьей уходим в воду, то тогда она бежит за нами. Не бросайте меня, подождите. И бежит спасать нас всех. Герой, да. Спасатель Малибу. В этом году планируем расширить спектр услуг. Очень хочу, чтобы были у нас не йога на сапах, а будет пилатес на сапах. Катя, мы все очень тебя просим. Ты должна будешь проводить. Катя, мы тебя очень просим. Надеюсь, что... Что? Надеюсь, что она согласится. И летом у нас будут вот такие интересные занятия.
Много девчонок у меня просило о Мгм. таком варианте развлечений. А ты говоришь про йогу, не йога, а вот йога была у тебя или Йоги у меня не было, но у конкурентов есть? Ясно. есть уже. Конкуренты польские, Польские, да? да, Да. отстаем. Отстаёте, Надо нагонять. да. Не, ну это круто. Вот. Это круто. И Я еще думаю, много желающих было бы. планирую красивые вечерние прогулки, но я про них не буду говорить. Это будет очень, очень классная прогулка после 5 часов с Вот такое я подсветкой. бы точно Да. хотела. Инста-шоу. Супер. Так что ждите летнего сезона. Мгм. Поскорей бы уже лето. Вот у меня сын говорит: мам, поскорей бы лето. Ходить в В сандаликах, шортиках. в шортиках и в панамке. Я тоже так хочу. Настя, а у тебя в основном кто приходит на занятия на твои по САПу? Белорусы? Белорусы, украинцы. Угу. Единственный русский человек, россиянин, это была ты. Ну, то есть ты хочешь сказать, что ты правда, вот, это не шутка, да? Что ты больше не знаешь тут русских? Нет, Только я. Человека, да. Угу. А вы угадаете, какой я Насте иду показывать ресторан? Вот. Напишите в комментарии, остановите ролик и напишите. Потому что я, наверное, могу показывать и удивляю только одним рестораном, который я уже во всех роликах показала, а Настя здесь не была. Не была, нет. Ни разу. Вообще, мне очень интересно. Сейчас узнаем. Вот смотрите, уже немножко должно быть видно. Я думаю, многие, кто смотрят меня, они уже догадались, что это за место. Мое любимое. Самое любимое кафе «Пиасковница». Он даже диван там есть. Видишь? Да. Он, кстати, был белее. Ты еще всего остального Я не уже видел. все, я уже влюбилась. Да, вот так вот садишься и чилишь. Или вот так. Да. Здорово. Такое уютное. Мгм. Ну, тут всегда много людей, тут не так. Да, смотри, какой большой лежачок, огромный. Прикольно. Оливки какие-то, как Да. котики. Наливки. И тут еще очень вкусно. Мы сюда несколько раз ходили. Вот смотрите, какие наливки. Это что у нас? Слива, да? А это смородина. Ой, ну вообще. С чего только нет. Ну вот немного вам покажу еще. В каждом ролике по капельке пиасковницы, чтобы наверняка. Jezus, jak gorąco! Bardzo przyjemnie sadza. Piękne róże, gorąca żona! Bardzo przyjemnie. Jezu, to możliwe, że one takie wielkie. W przyrodzie wszystko jest możliwe. Tomek, dlaczego nigdy nie dostałam takiej róży? Не только мы в шоке от этой красоты. Все вокруг тоже. Сейчас мы выберем классный столик, куда сесть. Ты вот, Настя, говорила, что в Бжежно живете. Это ваша там первая квартира. Вот как въехали, так и живете, да? Нет, въехали мы в квартиру, которую арендовала компания мужу от работы Мгм. для релокации. Это было в центре города. Кирилл. Потом с помощью сестры мы сняли свое жилье уже, первое сами. Это был квест, конечно. Тот еще. Тяжелый, да? Да, я впервые увидела, что объявление о сдаче квартиры выкладывается там в 7 утра. В 9 утра она уже сдана, уже можете не звонить. Ну да. Но Это это уже шок. 2 часа прошло. Это шок, вы что, это как? Вот, и вот мы в таких условиях снимали квартиру в Шиможе. А в этом году уже я сама с помощью знакомого агента, ну, при содействии, вот нашли квартиру в Бжезно. Очень довольны, Мгм. очень там хороший район.
Но цены Ну, по цене, по коммуналке, наверное, не очень довольны. По району довольны, да? по району довольны. Рядом со школой, естественно. У мужа привязки нету. У меня есть привязка к морю обязательная в связи с САПами. Мгм. Очень хочется уже осесть, купать мебель какую-то себе, которая здесь в большом доступе, красивая, Да. недорогая Да. и дорогая. Разное. Вот. Но есть нюанс с тем, что это приморская зона, и нужно получать разрешение вот, на покупку квартиры. И цены, конечно, здесь невероятные. Но я считаю, что если даже хочется просто вложить деньги, то можно купить какую-нибудь небольшую однокомнатную квартирку. В Сопоте, да. В Сопоте это еще дороже, чем в Гданьске. Да. Вот. И вполне себе ее сдавать. Мгм. По ценам выше, чем в Москве. Мгм. За двушку, Мгм. я вам скажу, по секрету. Вот. А у вас двушка или трешка? Здесь Да, трешка. трешка. Потому что только из-за того, что муж удаленно работает, Мгм. ему нужен кабинет. Мгм. Так, конечно, мы бы Мгм. ни в коем случае не шиковали. И, кстати, вот скажи, вот говоришь, знакомый риэлтор, кто-то еще знакомый, эти все знакомства от твоей работы, да? Да, да, за лето Вот на как раз. САПах. Да, это к вопросу про здесь общение, да, про то, как ты иммигрантка, уже знаешь всех в Гданьске, да, благодаря своей работе. Половину. Да, очень много знакомых девчонок, полезных контактов, знакомств. Ну вот, кстати, Благодаря девочка, работе. да, агент по недвижимости, она выкладывает очень интересную информацию у себя в Инстаграме по поводу новых застроек, по поводу цен. Если вам интересно, вы задумались приобрести жилье под 0%, как Да, это будет в круто. этом году в Польше, то Тамара может вам дать ссылочку на эту девочку. Так что Да, правда, я пока еще не обращайтесь, знаю, кто это, пишите. но Настя мне обязательно расскажет, да. Да, мы делимся контактами. Все контакты Бесплатно. обязательно, да, оставлю под роликом все контакты и Насти, и вот ее знакомых. А с кем-то Любителей. прям подружилась после Переезда? Нет, после, после во время работы своей, так, наверное. Ну да, после переезда, как начала здесь работать, знакомиться с людьми на САПах. И вот прям с кем-то подружилась. Для меня сложно сказать, подружилась. Ну, Друзей просто у меня знакомые. мало. Хорошие знакомые появились. Хорошие да, знакомые. да, хорошие знакомые появились, с которыми, вот, надеюсь, мы сейчас будем поддерживать связь, чаще встречаться. И с тобой хотелось бы чаще встречаться. Ну, мы же уже договорились Да, в баню да. идти. А интимнее уже некуда Ну, после этого все. Но сложно, потому что основные друзья, конечно, остались у меня в Беларуси. мгм. Друзья детства. И у нас с ними сейчас происходит колоссальный разрыв во взглядах. Не в плане того, кто поддерживает, а кто не поддерживает какие-то действия, а в плане того, что когда ты приезжаешь, тебе приходится выстраивать новую жизнь, ты уходишь далеко вперед. Да. И друзья, ты любишь их теми, какие они были еще тогда. Ну Вот. так ты общаешься с кем-то сейчас из Беларуси, Да, либо из да. Москвы? Много Из контактов Москвы у осталось? меня все мои близкие знакомые и друзья уехали. У меня не осталось там. Мгм. Только родня осталась. Мгм. А так все уехали. Один подруга у меня одна в Лондоне, второй на Северном Кипре. Все у них прекрасно, я за них очень рада. Там, говорят, дорого на Кипре. Да плевать. Отлично все складывается, несмотря на какие-то там дорого, сложно, язык, там, недвижимость, какие-то средства нужно переводить. Все выстраивается, если ты хочешь этого достичь. Мгм.
Да, я ты- тоже так считаю. В принципе, у меня все, видите, в ролике уже 4-я девочка, все на позитиве. Да. Но есть и те, которые уезжают. Но мне даже, не, мне хочется с кем-то встретиться, кто скажет, что все плохо. А он уехал уже. А, да? Кто скажет, что плохо, они, мне кажется, уже переехали назад. Мгм. Ну вот, если это было в 2022 Назад прям. Куда? В Россию. в России, то в Беларуси, да? А вы рассматриваете варианты возвращения? Нет, нет. Нет. Вообще никак. Ну, нет. Мгм. Не хочу сказать, что там так ужасно, поэтому я туда не вернусь. Но здесь мне очень хорошо. И я хочу, чтобы мой ребенок Мгм. жил так, как минимум, как сейчас. Да, полностью поддерживаю на 1,000,000,000%. Но, наверное, просто тем, кто находится там, им не понять нас. Почему это мы хотим здесь остаться. Ну, потому что когда ты не здесь, тебе, наверное, это тяжело заразуметь. Да. Да? Хотя из Беларуси сюда же приезжает огромное количество. Но из людей. Беларуси, да. Про Беларусь даже мы, может, и не говорим, а именно про С Россию. Россией сложно, да. Ну, те, кто живут в Калининграде, они постоянно в Гданьске, они у всех в ВНЖ. И Калининград. Да, но я не знаю ни одного человека из Калининграда. мы ищем тебя. Выйди на связь. Сейчас как посыпется. А вы ИП открыли, да? Или спилку, или как это у вас вообще? Ну, именно твоя работа по САПам выстраивается как? Моя работа выстраивается в качестве нерегистрируемой деятельности. И это очень легко и просто. Я, кстати, даже об этом не слышала. Тебе не Нерегистрируемая обязательно деятельность. ничего регистрировать. Ты можешь вести учет своих клиентов, прибыли и убытков. Убытки, наверное, не очень интересуют, там они даже никак не вписываются. Прибыли от деятельности. Есть определенная граница, выше которой ты не можешь получать прибыль. Если ты выходишь за эту границу, в течение 7 дней ты должен уведомить налоговую Мгм. и зарегистрировать ИП. Ага. То есть изначально тот, кто открывает нерегистрируемую деятельность, должен иметь возможность открыть индивидуальное предпринимательство. Ну, ты можешь. Ну да, у меня сталый опыт, да, Мгм. я могу. Мгм. Вот. То есть все легко и просто. В электронном виде потом сдается отчетность. Что вы такие довольные? У нас психологическая травма. Да, я просто сказала Насте, о чем мы будем разговаривать. Она говорит, надо начинать плакать. Да. Скажи, тяжело ли тебе дался переезд? Как это вообще было? И вот спустя 2 года, что ты можешь сказать, насколько это сложно психологически? По всем документам, по всему этому понятно, что непросто. По квартирам это уже все поняли. Вот. Хочется узнать, как люди переживают этот момент отрыва от родины. Смеешься. И всего такого. Нет, просто мне здесь очень хорошо. Было непросто в связи с языком, Мгм. но все поляки довольно открытые. Мгм. На помощь они всегда готовы прийти. Всегда. Непонятно, Да. с какой стати вообще ко мне, к человеку, который даже по-польски не разговаривает, они вот пытаются как-то помочь все время. И даже вот была недавно ситуация, я получала права, и нужен был документ замельдования новый, так как мы переехали на новый адрес. Вот, и работница этого ужонда, она сказала, ну, простите, пожалуйста, ну, я не могу найти причину, по которой мы дадим вам бесплатно это. Ну, придумайте сами, какую причину, я напишу, пожалуйста. Скажите какую-нибудь. Ничего себе. Вот, ну, то есть они извиняются даже в связи с тем, в чем они вообще не виноваты. Вот, поэтому здесь мне очень спокойно, я чувствую себя безопасно, я вижу, что ребенок доволен, я вижу, что муж доволен, все как бы на месте, не нужно никуда бежать и не нужно выживать. Ты Мгм. просто наслаждаешься жизнью. И вот через 2 года я уже, наверное, начинаю понимать поляков,
Почему они такие довольные? Да, они правда У довольны. них есть время, чтобы остановиться, помочь тебе, подсказать тебе, улыбнуться, поболтать с тобой. Потому что все на лузе, как они говорят. Будь расслабленным. Конечно, классно, что наши дети тоже могут это ощущать, да? Да, ну это здорово. Но я считаю, что не только дети, что еще и мама с папой должны быть довольны. Это когда ты гонишься за счастьем ребенка и не успеваешь пожить сам, ну это не моя теория. Да, еще мне кажется, у Насти просто работа счастливого человека. Вот если говорят парикмахеры самые счастливые люди, мне кажется, вот это еще круче. Стоит найти Да. свое в жизни, и ты Ну. будешь... Вот мой муж занимается IT, и он счастливый человек. Да. Он любит эту работу. Не, ну просто как там море, солнце, сап, Ага, а накачай 10 романтика. сапов, приходи. Это такой А, то есть кайф. это кажется мне, да? Нет, я шучу, я и накачивать очень люблю. Покажи насосы. Не сама. Руками. Руками. Ручными насосами, да. Так тебе в зал не надо ходить. Ну, опять же, видишь, плюсы, Ну, везде да? сплошные Да. плюсы. Ты еще приседаешь при этом? И с утяжелением, да. Ну, один сап сюда себе положила. Вот, приседаешь, и все, и не надо 150 злотых за зал платить. Да. Отлично. Самые классные эмоции, которые ты получаешь от людей, которые впервые встают на сапе. Да. Боже, я стою, Настя, я стою, молодец. Вот, Настя, спаси, я упал. Кому? Не, может, такое. Нет, ну был у меня один молодой человек, который не умел плавать, и он упал в воду, но мы Слава богу. с ним разговаривали. Я, в принципе, проходила обучение, как себя вести с человеком, у которого паника в воде. Поэтому в группу я беру одного неплавающего, и если что-то произойдет, я всегда смогу уделить ему Мгм. время, спасти, поговорить и попробовать еще раз встать на сапе. Так что, Да, мы с Настей были в центре, да, по центру. да, На реке. очень красивые фотографии у вас там получились. А я их вставлю обязательно в ролик, покажу. Очень круто, да. Такой запоминающийся, это, конечно... Ну, я в эмоциях была, наверное, еще месяц. Да, то есть прям всем рассказывала, все мои клиентки тоже, я пойду. Не знаю, кто дошел. Ну, я надеюсь. Наверняка кто-то дошел. Вот, на следующем году обязательно повторим. То есть в этом сезоне, не в следующем году. Давай советы переезжающим. Что бы ты могла сказать, о чем, на что самое главное обратить внимание, чего бояться, чего не бояться, о чем думать, когда переезжаешь? Наверное, так. На мой взгляд, не пожалеть времени и посидеть на форумах, в чатах, составить себе план, запастись терпением и не верить в те небылицы, которые вы можете слышать, будучи в другой стране. Здесь вас никто не заставит делать ничего, что вам не захочется. Вот. Дровами топить не заставят квартиру. У вас тепло дома, да, кстати? Да, тепло. Да, у нас тоже очень тепло. Вот. И, ну, не знаю, поддержку вам здесь окажут. Здесь огромное количество групп, женских и детских, и мужчины-рыбаки, и мужчины-яхтсмены, No, mamy w tym tygodniu Bieguny. 3 dni, wiesz. велосипедисты, все собираются в группы и катаются вместе. Это можно делать Да, каждые выходные, знакомиться, так что перезнакомиться, да, любые, ну правда, да, любые клубы на любой вкус и цвет Да. можно себе организовать при желании. Так что не бойтесь. Если вы решили сделать этот шаг, то делайте. Мы ждем вас. Пишите, да, если будут какие-то вопросы, вы знаете, что я всегда отвечаю. Ставлю Настя на Инстаграм, она тоже будет отвечать.
Договорились. вопросы. Да. Спасибо тебе большое за эту встречу. Я так рада тебя снова видеть. Надеюсь, мы правда пойдем в баню и снимем потом ролик. Взаимно. И я с огромным удовольствием составлю компанию. И тебе спасибо большое за то, что показала такие красивые, еще неизвестные для меня места. Да, места в Сопоте. Так что Очень надеюсь, мы здорово. тут еще встречаемся не последний раз. Договорились. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Все, уже скоро ветер закончится. Настя, скажи, пожалуйста, вот сколько было на момент переезда детям твоим? У меня один. Доченька Майя, ей было 6 лет. 6. Угу. Дочка ей на момент переезда было 5 лет. Угу. Майя.